Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Павлик на связи прямо сейчас. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день, добрый день. Начать наш разговор сегодняшний я бы хотел с очень уж, такой опасной игры Зеленского. Тут с Ираном конфликт возникает после удара в Каспийском море. В общем, события как бы череда, потому что Такаев встречается с Путиным и в глаза ему говорит, что пора заканчивать. Зеленский, соответственно, бьет по иранскому судну. Иран говорит, это было гражданское судно, гражданские грузы, никакой там военщины не было. И угрожает ответом. Ну а Зеленский в интервью Sky News говорит, елки-палки, мы воюем с Северной Кореей, с Ираном, фактически, вот и все. Насколько далеко может зайти эта история? Что думаете? И ведь, знаете, все же предугадывается, да, если взять в комплексе, рассмотреть вот эту, скажем так, посыл Зеленского, да, о том, что у России будет мобилизация, зима будет тяжелая, то, в принципе, нормально, можно и с Ираном повоевать. А я уверен, что это, так сказать, предпродажная подготовка. Он в Соединенные Штаты летит и собирается с Дональдом Фредовичем общаться, и тут хочет выглядеть в выигрышном свете относительно европейских, так сказать, партнеров Штатов. Вот смотрите, в отличие от европейцев, я тут прям даже по кораблям иранским бью. Ничего себе, я вам самый главный союзник, Дональд Фредович, если вы не поняли еще. Я думаю, никакой другой абсолютно причины всему этого нет. Любые последствия, они готовы, что называется, принять. Им все равно. Но мы с вами много-много-много раз в наших эфирах говорили, что, в общем-то, эту группу людей, которые там окопались на Печерских холмах, хотя бывает на этих самых холмах недостаточно редко, постоянно в вояжах каких-то, они, в общем-то, вполне себе принимают любую форму поражения, которую может принять эта многострадальная территория, от кого бы то ни было. Лишь бы у них все в елочку выстраивалось, как у нас в Донецке говорят. То есть, чтобы у них было все так, как им хочется, чтобы были личные гарантии, чтобы был профит какой-то, гешефт, как опять же говорят теперь уже в Одессе. Да? То есть, и пока вот эта логика сохраняется, что бы там ни предпринял Иран, да, им будет все равно. То есть, нет, конечно же, щеки они надувать будут, бровки домиком делать будут, пузыри под глазами будут еще больше. А по факту-то, да и бог с ним. Лично для них вот вообще ничего не меняется. Поэтому он вполне себе перед полетом к Трампу может крошить, что называется, батон на Тегеран. Аж бегом это делать. И я уверен, что сделано это совершенно точно. Потому что данных о любой логистике на Каспии у них более чем достаточно от Штатов или от европейцев не принципиально. И выхватить какой-то иранский корабль не стало никакой проблемой для них совершенно. Вот и вся история. То есть, это предпродажная подготовка. Попытка еще раз укатать Трампа на какое-то коренное изменение отношения к украинскому кризису. И все. Рейтерс пишет о том, что воздушное перемирие захотели. Ну, то есть, перемирие в небе. Я вот, конечно, понимаю, что они себе представляют под воздушным перемирием. Вот как мы... Вот давайте мы с вами здравомыслящие вроде бы люди. Ну, мы, по крайней мере, на это рассчитываем, что мы себя не случайно относим к этой категории. Вот есть у нас полномасштабные военные действия, которые, больше того, последние месяца полтора-два все больше похожи на некую, такую себе тотальную прям войну. По интенсивности, плотности. И вот тут одна из двух сторон, которая, только в торжественных реляциях, заявлениях Банковой и в проплаченных медиа-публикациях выглядит стороной побеждающей в этом самом воздушном, скажем так, противостоянии. Потому что никакие удары, пусть даже максимально красивые по картинке, по производственной сфере, не несут сколько-нибудь значимого влияния на военную именно сферу, на военную компоненту. И в этом смысле то, что делают российские ВКС, да, с тылом украинским, с военной сферой, но куда драматичнее именно для военной компоненты противостояния, чем то, что делают эти самые так называемые дипстрайки. Нет, да? с вами, подождите, с вами можно спорить. Чернигов, АТБ, понимаете, раненый, погибший ребенок. Эпицентр в Кривом Роге уж слишком влияет на военную сферу и снабжение вооруженных сил Украины.
Нет, безусловно, мы не говорим сейчас по складской, любой складской инфраструктуре там, или все, что может являться складской инфраструктурой. Мы говорим о логистике, о подвижном составе, о локомотивном парке, об энергетике, о производственных площадках. То, что вполне себе выносит ВКС России, но точно до чего, по сути дела, практически не добираются вот эти дальнобойные украинские удары. Я говорю сугубо об этой компоненте, потому что перемирие в воздухе коснется и того, и другого, на самом деле, по задумке. И в этом смысле, конечно же, равновзвешивать тут нечего равновзвешивать. Потому что удары по Wildberries – это удары, ну, скажем так, когнитивно-информационного толка. Да? Никакому серьезному урону экономике и бюджету России они, скажем так, не нанесут. Это неприятная вещь, но она неприятная в первую очередь для сейлеров, для покупателей, для людей, привыкших к комфорту, и для мелкого бизнеса, который на этом зарабатывает. Ну или там среднего бизнеса. Вещь неприятная, повторюсь, но на способность России нести расходы на полномасштабное военное противостояние не влияющая. А вот остаться без портов Черноморского региона, да, Одесско-Измаильского, если, или Одесско-Дунайского, для Украины. Это прям проблема. Остаться без локомотивного парка – это прям проблема. Остаться, по сути дела, без подвижного состава и без площадок, где хоть сколько-нибудь можно распределять топливо, да, где вот стоит оно в бензовозах. Ну, в какой-то там полосе 150-200 километров. Это проблема. И это прямым образом скажется на военной компоненте. Нет, повторюсь, я не говорю сейчас про складские помещения, я не говорю про новую почту, не говорю про тот же Wildberries, ни про что это не говорю. Что может как-то опосредованно, опять же, сказываться? Удары по нефтянке и по экспорту российскому. Опосредованно, безусловно. Но насколько это влияет, повторюсь снова, на ситуацию не психоэмоционального толка, да, не общественных настроений, а именно на военную компоненту. Да минимально влияет. Ну, на Токаева повлияло. Такая повлияла. Ну, Такаева своя отдельная история. Это просто, опять же, история про то, как оказать еще вот через это давление. Ведь Токаев-то не просто поехал, условно говоря, или собрался обратиться к Путину. Такаев звонит во все, правда, тихонечко, так, под ковром, колокола. Он наверняка и к Китаю побежал с этой историей. Наверняка к американцам обратились. Потому что информация-то была об этом, что там управляющий или президент, я не помню, кто по должности от Шеврона приходил к Трампу, мол, что такое это? Потому что Тенгиз Ойл – это Шеврон. Это американцы там, в значительной степени. И понятно, что это инструмент. Это, кстати, тоже предпродажная подготовка к этим самым переговорам. Смотрите, что мы можем, а можем и не делать. Давайте останавливать воздух, и тогда никаких даже случайных прилетов по вашему американскому экспорту, по этому самому трубопроводу, ну, дробь казахскому, не будет. И по танкерам мы случайно не будем бить, потому что перемирие же воздушное. Это тоже предпродажная подготовка, вот этот казахский компонент. Вне всякого сомнения. Поэтому совершенно очевидно, что для здравомыслящего человека понятно, что история про воздушное так называемое перемирие – это всего лишь уловка для разговора с Трампом. Оно недостижимо в принципе, потому что оно явно в одну сторону играет. Совершенно очевидно, в одну сторону играет. И, повторюсь, урон даже, скажем так, в когнитивно-психологическом и информационном смысле, который несут дипстрайки украинские, тоже переоценивать не нужно. Мы с вами не раз об этом говорили, Александр. Влияет? Влияет. Сильно? Сомнительно, что сильно. Поэтому это все история про разговор с Трампом. Вот как-то так, мне кажется. Так а что ж там за разговор такой тогда, раз такая предпродажная подготовка? Ну вот смотрите, ведь мы же четко видим, да, это основные вехи. Сейчас еще про одну поговорим, отдельно ее обсудим на фоне сменившегося военного руководства, там критики Федорова за мобилизацию. Это прямо давайте отдельно, мобилизационные эти вещи. Что там за разговор такой? Зеленский четко заявил, у меня есть 40 дней операции для того, чтобы, так сказать, принудить Россию к миру. А потом, когда подходят эти 40 дней, мы видим, что воздушное перемирие предлагают. 40 дней в другом смысле. Не про то он имел в виду, не про то говорил. И паутина не получилась в целом-то. Слушайте,
Как в том прекрасном фильме «Иван Васильевич меняет профессию», понять-то его несложно. Кемскую волость хочет. Так и с Вовой Криворожским-то понятная история. Что он хочет? Денежку хочет, американскую. Поставки прямые военные хочет, да. И, конечно же, в первую очередь, это история про Патриот и про ракеты для Патриот. Вот в первую очередь совершенно точно. Потому что в целом-то, да, по функционированию программы Пурл они разобрались, но есть вещи, условно говоря, никак не решаемые без прямого участия Соединенных Штатов. И опять же, ну, очень многие даже подписанные документы, например, как про тот кредит 90 миллиардов, или та декларация, которая была подписана в Анкаре на саммите НАТО, они декларациями и остаются. Когда мы последний раз слышали про какие-то новые транши от Европейского Союза Украине в рамках вот тех вот денежек упомянутых? Вот Урсула, где там, во Вроцлаве был, да, этот форум, сообщила, что начинаем. Но как-то 90 миллиардов и, если мне изменяет память, 3,6 или 3,8 миллиарда, вот они плохо как-то корреспондируют рядышком, да. То есть, по-хорошему-то, должны в этом году нашлепать 45 миллиардов евро. А нынче конец июля вообще-то. Август, 3 осенних месяца, декабрь. 5 месяцев. Это даже если так вот разлинеять, да, на листочки в клеточку, получается чего? Получается у нас сумма почти в 10 миллиардов евро в месяц. А где они? Где деньги, Зин? А про эти 70 миллиардов на саммите в Анкаре обещанные. Так это как обещанного 3 года ждут. Но немцы дадут какие-то деньги, а остальные начнут себя хлопать по карманам и рассказывать, ну нема грошей. Ну щось там зробимо, але нема ж грошей. Ну де їх взяти, це грошенятка? Там Трамп опять Армуз громит или не громит, он перекрыт. Нет, уже помирились. Гипс снимает, клиент уезжает, нефти нет, керосина нет. Откуда деньги я возьму? Вот говорит какой-нибудь итальянец там. Поэтому это все декларация. И, конечно же, он сейчас будет стучать, как в ожидании у парадного подъезда, в дверь Трампу и рассказывать, ну дайте денег, пожалуйста. Ну, пожалуйста, дайте денег. Ну надо же, Дональд Фредович, что вы как не родной? Я тут иранцев разношу. Хорошо, да, ну смотрите, тогда давайте проанализируем сказанное Путиным в Петербурге на дне военно-морского флота. Давайте. В Адмиралтействе. Что-то как-то про Западную Украину заговорил Путин. Ну, к тому, что там никто ни на кого не нападал, и, в общем-то, агрессор, не агрессор, к этому можно по-разному относиться, и критически довольно-таки, и, ну, да, в принципе, объективно, но я предлагаю рассматривать эту историю, то, что он сказал по поводу агрессии, да, как таковой, как идеологическую рамку. Вот когда ты смотришь как идеологическую рамку, тогда становится понятно, но не ясен дальнейший набор действий России в этих переговорах. Песков раскланивается, расшаркивается и говорит, мы вот ждем, а что там американцы предложат? Ну вот они и предлагают вот воздушное перемирие, если верить. Но нет, это об этом Вова говорит. Американцы пока ничего не говорили про воздушное перемирие. Ну, как говорится, подождем. Подождите, это вроде как, ну, Украина и США предложат России. Ну, вот так это подается, понимаете? То есть это не то, что там с украинской стороны или только с американской. Но да, важно понимать последствия сказанного в Петербурге и дальнейший набор действий Путина. Слушайте, тут, мне кажется, тоже довольно понятная история. Один мудрый человек когда-то, давным-давно, меня учил следующие вещи. При анализе любых заявлений и любых обстоятельств надо задаваться великолепным, прекрасным украинским вопросом. А шо? Вот. И если через эту призму, через этот фильтр, да, такой пропускать сказанное, получается очень простая история, которая отсылает нас к 25 году. К стамбульским переговорам, где глава российской делегации Мединский заявлял, что каждый новый подход к штанге, что называется, да, будет уже на чуть-чуть или не чуть-чуть, но худших для Украины условиях. И любые разговоры, которые, скажем так, и заявления любые, которые задают новую рамку, а на моей памяти, ну, впервые от Владимира Путина подобное звучит.
То есть не в целом-то оценка какая-то, да, или ретроспектива какая-то оценивается, а о том, что вот, а может быть вот так вот, друзья. Это, конечно же, история ровно про то, что окно не то чтобы возможностей, а окно вариантов развития событий для Украины сужается. Не переговорных возможностей, а варианты будущего сужаются до очень и очень неприятного коридора для вот этой второй Украинской республики. И здесь он на самом деле заявляет достаточно, похвалю себя, схожее с тем, что говорю, не один раз говорил я о том, что я не верю в будущее Второй Украинской Республики, что она жизнеспособна. Там же тоже как было, это не речь про через день, через два, через месяц, а когда-то это будет, но это практически уже неизбежно в силу того самого хода событий, которые есть. И эта история, повторюсь, ровно про то, что возврат к переговорам, по крайней мере, их интенсификация из этой комы, в которой они находятся сейчас, конечно же, возможно. Но, вероятно, точно это будет не на тех условиях, на которых разговор шел в августе 25-го или в начале 26-го года. Будет еще похуже. А вот каждое это похуже, оно, вот это будущее, как шагреневая кожа, оно все скукоживается, это будущее для Второй Украинской Республики. И в конце концов оно, в общем-то, даже если все происходящее, драматичное, закончится сохранением, скажем так, вот той Украины, которую мы знаем после 2014 года, в каком формате, в размерах, это не важно сейчас. Смысл в том, что возможностей для выживания будет много меньше. И вот с каждым перерывом в переговорах, потом подходом к новому раунду переговоров, это, скажем так, набор инструментов и возможностей для выживания, вот того финального, что останется, будет меньше и меньше. И речь ровно про это, что сейчас уже фактически из этой воронки судьбы не выскочить Второй Украинской Республики. И это просто декларируется таким образом, потому что 2 полустанка минимум переговорных, а если брать Стамбул 22-го, 3 полустанка, когда можно было с минимальными, условно говоря, потерями, с какими-то потерями, с минимальным ущербом выскочить из этой ситуации, они проехали, да? Пролетел этот экспресс, несущийся в стену. Промчался просто. Под улюлюканье и развеселое производство дронов миллионными партиями. Вот и Зеленский же четко говорит, я хочу завод в Великобритании построить. В себе. У меня там и таунхаус, да, в Белграде. Мне прям вот в Великобритании завод, прям очень нужен. Он же не лукавит совершенно. Он же просто не все договаривает нам с вами, Александр. Тут же все понятно. Смотрите, тут такой нюанс. По поводу Запада, который будет, условно, Запад Украины, который там будет разрывать, да, то есть соседние страны. Тяжелая же ситуация. Прям тяжелая. На уровне такого бытового, да, украинофобства в той же Польше. Прям ужас. То бьют, то ссорятся. Да, все становится хуже. То есть, смотрите, можно это в политическом русле обсуждать. Имеется в виду, что там вышел опрос о том, что Зеленскому там плохо к нему относятся поляки, да. Вышли, там есть заявления политиков. Зато Сикорский молодец. Он наоборот, поддерживает курс и линию Зеленского. Делает тоже такие яркие заявления. Но можно в этом ключе посмотреть, да, и тогда кажется вот такая какая-то картина. Но если посмотреть в ключе вот такого, скажем так, народного, бытового, возникает очень какой-то такой двоякий вопрос. То есть ощущение двоякое. С одной стороны, украинцы давно же в Польше, с 22 года. Да, в Польше украинцы много раньше. Нет, имеется в виду в таком количестве, я имею в виду вот в таком духе, да.
А вот на пятом году войны мы видим прям день через день вот такие стычки и, ну как, опять, нельзя доверять, конечно, всему. И то, что там вот, услышали какой-то акцент и сразу побили, как во Вроцлаве, это крайний случай. Ну или там раньше, там в троллейбусе или где-нибудь еще, или какие-то Да. там просто драки. Но ну, явно же украинцев, их кто-то хочет сделать так, чтобы все думали, что украинцев бьют в Польше, потому что они украинцы. Тогда о каком польском городе Львов идет речь, о каком Западе, о каком там разделе каком-то, о чем говорит на там уже высоком историческом уровне Путин. Почему вы предполагаете, что речь идет о чем-то, что будет следствием компромисса или выбора жителей Западной Украины? Может быть, ситуация будет развиваться так, когда других вариантов-то и не будет просто. Может быть, речь про это идет, когда сама ткань госуправления, государственности начнет рассыпаться в силу вот многих-многих причин, которые мы не раз обсуждали, опять же. Как мне кажется, непреодолимых последствий происходящего сейчас. Вообще всего того курса, который был финально выбран в 2014 году. И тогда, как это, в тусовочке, помните такой термин «колесо генодьбы»? Вот. Тогда это колесо обернется и вернется в 1939 год просто. Даже, так бы сказал, какой-нибудь там в 30-е годы. Вполне себе, скажем так, актуальными местечковыми политическими разборками, актуальными местечковыми политическими террористическими мероприятиями, вполне себе актуальные для того времени и, наверное, вполне себе и в будущем возможно актуальность какой-то нового извода АУН, там, тому подобных вещей, как вот. Потому что, конечно же, вот то, что сейчас нарождается, как политический все-таки мейнстрим, да, в отношениях на бытовом уровне между поляками и украинцами, а там никогда не было безоблачно последние сотни лет. Вот никогда не было, чтобы совсем безоблачно, на самом деле. Я прекрасно по рассказам собственных дедушки и бабушки западноукраинских это все помню и знаю. Так вот, сейчас, конечно же, это дань политическому мейнстриму и обстоятельствам. И это будет иметь долгий шлейф. И внутри одной территории политической, одного государства, скажу так, как в формате предположения, окажутся люди, разорванные таким же антагонизмом, как сейчас был тот самый антагонизм, который десятилетия разрывал Украину. Да? Людей, условно говоря, российского политического толка и украинского политического толка. Я не говорю сейчас про этнографию, не говорю сейчас про там, кровь и национальность. Я говорю о том, что были люди, которые себя считали вот такими какими-то украинцами и проевропейцами. Были люди пророссийских взглядов или русскими себя считающими. И вот такая же история, которая может сформироваться в Польше, это, конечно же, предпосылка для уже серьезных потрясений в том будущем. И вы совершенно верно говорите о том, что нормальным это не будет. Но смысл в том, что вариантов может просто не остаться в какой-то момент. Оно будет не жизнеспособно, и соседи хищные, вполне себе на западной границе нынешней Украины, вполне себе этим могут воспользоваться. И если в Закарпатье, хотя Закарпатье отнюдь тоже не гомогенно, там не одни венгры. Это большое заблуждение считать, что там одни венгры. Это, по сути дела, только Береговский район, плотное население, компактное венгерское. А есть еще даже и словацкие представители, скажем так, Словакии, и русины, и украинцы, скажем так, просто украинцы, и даже русские, и есть там прорумынский южный кусочек, скажем так, Закарпатья. Тем не менее, Закарпатье с высокой вероятностью действительно с куда меньшими, скажем так, последствиями внутренних конфликтных может оказаться под Венгрией. Может. Про Буковину тоже понятная история. А вот с территории Западной Украины, со сходными КРСами, да, а в Польше вообще начинает звучать сейчас чуть ли не про Днепр и Полтаву рассказы, вспоминая там времена Каменец-Польского и Вишневецкого, да, и Потоцкий. Но это, конечно же, базис для будущего серьезнейшего гражданского противостояния. Так и что делать с этим противостояние сегодняшним противостоянием гражданским? уже ничего. Уже все едут на этих саночках по протаренным, протоптанным колеям.
Ровно так же, как оно покатилось в 2002-2004 году на Украине, когда все просто оседлали эту конфликтологию и просто на ней рубили политические бенефиты собственные. Ну, давайте говорить честно. Всем, зачем что-то выдумывать, зачем рассказать какие-то программы, если можно сказать, вот там враги на Донбассе, или вот там во Львове, и все, и поскакали, поехали, что называется, на этой истории. Упрощение максимально, а сейчас ровно это же происходит в политическом общественном контексте между Польшей и Украиной. И не свернут, вот сразу говорю, не свернут с этой истории. Вот не произойдет ничего такого, тем более базис-то существует и в реальной жизни, не только сконструированной, придуманной. Волынскую резину никуда не уберешь, она есть. И ее интерпретации, политические или общественные, идеологические, это же дело второе. Но она была ведь? Была. И украинцы в огромном количестве в Польше сейчас есть? Есть. И конфликтология бытовая, которая разогрета, естественно, политическим контекстом, она ведь будет и будет копиться. И будет уже жить собственной жизнью, создавая, уже продуцируя другое что-то. Кого-то убьют по ножовщине поляка какого-то. И сделают из него, извините, икону какую-нибудь. Да, как Негояна и Жизневского в свое время пытались сделать. Вот запросто такие вещи происходят, когда случайные жертвы или даже умышленные жертвы становятся знаменем политическим. Вот и все. Зеленский. Штурмовики Рема тоже из той же области, из той же истории, на самом деле. Зеленский в интервью Sky News говорит, что главной задачей нового руководства армии станет усиление мобилизации. Украина может столкнуться, что в октябре в российской армии будет плюс 500 тысяч человек задействованы. Главный вызов — это мобилизация. Нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые, не радикальные, но чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием. То есть те люди, которые говорят: ребята, это вся вот эта чехарда, да, с вот этим, это все ровно ради того, чтобы насытить фронт свеженаловленными людьми. И ну вот мы сейчас смотрим, да, как там меняют руководство. Вот этот Федоров в таком подвисшем состоянии, то есть там должность ему придумали, а он не хочет, говорит, хочу министром обороны быть. И Зеленский, морское хочу, да, быть. ну так, и Зеленский фактически открывает все, как ларчик просто открывался. Нужно больше людей наловить и отправить на войну, сносить брони, в общем, ну и в общем вот так вот, как бы вот четко, да, четко сформулировано, артикулировано, без всяких окивоков. Ну, может там не быстро, может не радикально, ну а не радикально это как, исходя из того, что сейчас есть. Что это за история с 500 тысяч новобранцев в России? И сколько здесь, ну, как бы, политического пиара и оправдания, а сколько реальной угрозы и понимания того, что без тотальной или там еще более жестокой мобилизации Украине не обойтись? А зараз вона лагідна у них, да, то есть такая вот, сейчас она прям мягенькая, пушистенькая такая, да, я так понимаю, и беленькая. Слушайте, ну, по-простому, вот то, что мы в интервью Sky News видим, это антикриз, конечно же. Это работа на западную аудиторию, попытка перебить тренд, попытка перебить негативный шлейф происходящего, ну, этих всех перестановок. А что до усиления, ужесточения мобилизации, ну, слушайте, и Федоров с Сырским вполне себе справились бы с этим. Не собираются они на селекторе в 9-15 утра по Киеву и не говорят: ну, что там, Михаил Альбертович, а как там с реформой-то у нас? Что там вот у нас там в Пятихатках или где там, я не знаю, в Умане наловили на 12 человек меньше? Это что, Владимир Александрович пытается в этом нас убедить, что вот этого не было? А Сырский, там, Федоров не брал. То есть сидит Сырский-то, наяривает, а то говорит: не буду рассказывать, почему в Умане на 12 человек меньше наловили. Вот не буду и все. Ерунда на постном масле. Точно так же бы надо было бы, занялись бы самыми изуверскими методами. Хотя, честно говоря, вот я сейчас сказал и подумал, а какие изуверские они сейчас не применяют. Вот точно так же они могли бы купировать до минимума, скажем так, брони,
перезапустить полностью весь маховик переаттестации по медицинским освобождениям, отсрочкам и всему остальному. Это и было бы сделано, кто бы ни занимал этот пост. О чем говорит Зеленский, когда говорит, что нужно ужесточение, вот я реально просто не понимаю. Это вот как вообще? Ну, хорошо, снижение возраста мобилизационного, ну, вероятно, да. Женщины определенных профессий в тыловых частях в обязательном порядке, вероятно, да. А по самому качеству происходящего жестче некуда уже. Убивают людей там в этих подвалах, казематах, ТЦК. Винтят так, что люди поломанные, порезанные прибывают в учебки, оттуда бегут по возможности. Куда еще жестче, что называется? Куда еще жестче? Поэтому нет, конечно же, это антикриз. И все происходящее это про политику, про влияние и про бабки. Огромные бабки. И не было история с мобилизацией причиной, и их конфликт даже не был никакой причиной. Вот не был их конфликт. Эти конфликты там у каждой собаки, с каждой собаки с этулой. В этой верхушке киевского режима, извините. Там кто-то, назови любого из значимых персонажей на верхушке этой конструкции власти, у него каждый второй будет врагом там личным. В парламенте, в министерствах, в ведомствах ненавидят друг друга лютой ненавистью. Так что нет, этот конфликт не был никакой причиной. Что до базиса самой идеи о том, что понадобится срочно много людей, потому что 500 тысяч, мы не первый раз слышим эту историю. Она очень хорошо корреспондирует со всеми этими нагнетаниями вокруг Беларуси, которое разом прекратилось после визита мистера Икс в Минск. Да? Вот раз. И после потом Валдая и Китая, соответственно, лукашенковского. Вот прекратилась вся эта история про Белоруссию. По многим причинам, предполагаю так. Что до мобилизации, которую активно продвигают как нарратив на сегодняшний день, все-таки надо понимать, что вот то, как идет сейчас, да, кампания летняя, потом осенняя вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, это то, что устраивает военно-политическое руководство России. Вот похоже, что так. Я не военный эксперт, не сторонник. Поэтому делать какие-то громкие заявления или оценки давать тому, что не то, чтобы совсем не разбираюсь. Ну, просто не являюсь человеком, носителем прям деталей. Нужны ли еще 500 000? Если бы стояла цель занятия всей территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики вплоть до Равы Русской, то, наверное, нужно не 500 000, а 1 000 000 или 1,5. Прям нужно. Потому что по-другому ты территорию не сможешь эффективно занять и контролировать. Сколько бы ты дронов не клепал, сколько бы ты баллистики не клепал, пока солдат ботинком не дойдет, ну, ничего не будет. Ну, факт. Пока у нас эти роботы, киборги из Терминатора не ходят еще там в товарных количествах. Соответственно, пока это все нарратив, который очень хорошо укладывается в логику расшатывания ситуации перед выборами. Нет никаких, как мне кажется, оснований пока предполагать прям острую необходимость. Прям острую. Никаких контрнаступов украинских не происходит сколько-нибудь значимых, да, кроме как локальных каких-то, да, тяганин. Никакой угрозы серьезной для российской армии на территории Украины не существует на сегодняшний день. Никакого перелома, кроме медийного перелома в военном смысле, не происходит. Так зачем? Чтоб шо? Опять же, да? Ну, не мытьем, так катанием, то, как это развивается с, наверное, минимально возможным вовлечением экономики и населения России, да, в происходящее, оно, наверное, так и устраивает военно-политическое руководство. И, наверное, горячие головы всегда есть, которые и в России хотели бы все это, как бы и весь мир в труху, и 1 000 000 на фронт, чтобы это все укатать асфальтоукладчикам. Но, наверное, вот то, как это происходит, это ровно то, как наиболее стабильное развитие событий. Управляемое и понятное. Поэтому не вижу никаких предпосылок для того, чтобы вот раз и эту мобилизацию запустить. Но человек предполагает, Господь располагает, соответственно, будем посмотреть, но повторюсь, для меня это совершенно точно часть информационной кампании и когнитивной, в том числе, кампании раскачивания России перед выборами. Хотя уже весь этот план пошел, что называется,
не в ту степь, мягко говоря. Почему вы так думаете? Да, ровно потому, что, да, сейчас выбрана новая история с вагнерами, да, вот с маркетплейсом. Понятное дело, для чего это? Заявленных, зарегистрированных торговцев там более 2 миллионов, активных, я думаю, там в пределах 100, 150, 200 тысяч торговцев. По ним это бьет, конечно же, вне всякого сомнения. По комфорту покупателей, наверное, тоже бьет, но в России не один такой большой маркетплейс. Это второе. По поводу топливного кризиса, он в целом на сегодняшний день преодолен, при том, что попытки наносить удары продолжаются. Даже с этими же огромными складами маркетплейсов после, будем так, первых ударов, похоже, начинают приходить в себя, в том числе собственники маркетплейса, да. Уже увидели несколько примеров, когда отражали атаки вполне себе успешно по крупным логистическим центрам. Вот даже вот сейчас в Удмуртии, насколько я понимаю, была отражена такая атака. Соответственно, что еще? Как еще вызвать недовольство? Ну, только эти deep и middle страйки. Плюс, опять же, ситуация с той же Новороссией, проходящей из Ростова в Крым, в целом тоже нормализовалась, по крайней мере, это не так, как было вот месяц или два назад. Ситуация в Крыму даже более-менее нормализуется. Это еще не норма и не нормальность, но она нормализуется. Поэтому вот ничего такого, что планировалось, что может прям качнуть, вызвать дикое возмущение у российского общества, не происходит. Срыв, опять же, попыток запустить заново операции «Паутина». По крайней мере, то, что мы знаем в информационной плоскости. Были, не были, успешно, неуспешно, там сгорел, не сгорел хвост самолета, где-то перехватили, где-то не перехватили. Но это не та история, которая вызвала тот вау-эффект, пусть и краткосрочный, когда была впервые эта атака на аэродромы и отчасти успешная атака на аэродром. Сейчас этого тоже не происходит. О каких еще мерах воздействия можно в данном случае говорить? Я тоже пока не вижу ничего такого, чтобы прям вот действительно могло качнуть российское общество. Тема мобилизации, которая, безусловно, тревожит обывателя, усредненного, конечно же, и поэтому ее и продолжают лить в уши. Предпосылок же военного толка, не очень видно. Просто, понимаете, если мы возьмем, вот станем на те рельсы, которые вы прокладываете, да, анализируя ситуацию, Михаил, получается, что эта война может быть и год, и 5, и сколько надо, и так далее. Нет. Вот получается вот так. Почему? Потому что у Украины есть предел возможностей ведения этой войны. В первую очередь кадровые. Мы с вами много раз об этом говорили. Даже если будет вынесена вся военно-промышленная, скажем так, база украинская, и вся логистика, и почти вся энергетика, внешняя поддержка и подпитка европейская, где-то как-то этот труп будет гальванизировать. Но когда закончатся люди, они заканчиваются. Они уже сейчас, по большому счету, закончились, если брать классическую военную науку. Если бы не прорыв и эволюция войны в сферу активнейшего, объемнейшего применения дронов, уже все бы закончилось. Но даже минимальная разряженная ЛБС с минимальным количеством опорников и людей не должна существовать. Когда людей нет, это проходной двор. И никакими стенами дронов ты это не удержишь. Поэтому у Украины есть конечный ресурс, человеческий. И он заканчиваемый. Опять получается тот же нарратив до последнего украинца, понимаете? Естественно. А по факту ведь так и есть. И это уже не клише пропагандистское, это факт. Войну заканчивать не хотят. Соответственно, есть расходный материал этой войны. И если с деньгами, с техникой, с боеприпасами, с топливом, с запитанными кабелями с энергетикой, с электричеством, это как-то можно решить, с людьми не решишь никак. Они заканчиваются. Человек смертен. Конечный. Наш путь на земле. Поэтому этот ресурс, когда закончится, все, стоп игра.
Поэтому она не будет Что, бесконечной. иностранцев набирать будут, вы ж видите эту Ой, я вас дискуссию. таки умоляю, Сан Саныч. И где вы их Иностранцев. столько наберете? Где вы их столько наберете? Вот где? По Колумбии. Колумбиям папуасов ловить. Извините, колумбийцы, папуасы, это не про вас, но тем не менее. Где их столько взять? Где взять сотни тысяч людей, которые заменят бедолашных рачкосеев? Где? Их нет. Немцы пойдут. Это вот вставки Гитлера все малохольные. Но мы же знаем еще под прекрасным фильмом. Посмотрите на данные социологического опроса, по-моему, этой весны или вот начала лета. Количество радикально, или это, слушайте, или это не социология, или это официальные данные. Количество радикального на порядок возросшее, да, отказников среди молодежи немецкой, когда только заговорили о том, что какая-то будет хоть минимальная, но обязаловка по части военной службы. Да, сразу побежали массово. Где они, этих людей? В Польше наберут этих людей? Та хай Бог милує відводи. Они там перекрестятся и скажут, что мы знать не знаем эту Украину. Если встанет вопрос, давайте, панство, вставайте, вот, почитайте там вот, авторов классических, да, «Потоп», да, «Огнем и мечом», и вперед. Они скажут, не-не-не, давайте. Давайте лучше этих всех выпихнем, хай они туда Как так идут. получилось, что... Ну, в вашем рассуждении есть, рацио. И правда, как бы... Конечно. Давайте будем откровенны. 21 век все-таки... Мы с вами как бы аллюзии вот эти все перебрасываем, отсылки к событиям столетней давности. То есть, простите, 100 лет прошло, простите. Хорошо, хоть не столетней войны, а столетней только давности. То есть, понимаете, в чем дело? И, конечно, вот когда всем рассказывают, что сейчас будет Европа воевать с Россией, немножко надо соотносить на как бы время, уклады, строй, понимаете? Общество, люди поменялись. Ментальный портрет европейца Где украинцы какого рожна в этой войне не могут из нее выскочить? Вот вы говорите, никто не хочет заканчивать войну. Да хотят закончить войну украинцы. Конечно. Но вот конкретно люди, от которых зависит это завершение, не хотят. А из Украины выскочить не могут, потому что, извините, вертухаи с овчарочками, колючая проволока и медведи в Карпатах, и холодная тиса. Вот и все. Поэтому выскочить не могут. Выскочили бы давно. Откройте границы. Сколько их тут останется по итогу? Сколько мужиков призывного возраста останется в Киеве или, не знаю, в Хмельницком, если открыть границу? Ноль. Так что все понятно. Из чего вы вдруг европейцам, которых кормили уже не один год ужасами войны со всеми вот этими вот подробностями и кишками наружу, захотят пойти воевать? Нет, никто воевать не хочет. Вот как-то так чужими руками, или там блокировать теневой так называемый флот, или там еще чего-то. Да, с удовольствием. Размещая ядерку, там, носители на финских аэродромах. Да. Оказывая давление санкциями. Даже во вред себе как-то. Еще, что называется, нарисуем, как свадьба в Малиновке. Бери все, я себе еще нарисую. Это вот про них. Папандополы такие, брюссельские. Но идти лично, как когда-то ганцы какие-то, да, никто не захочет. Никто не захочет. У ганцев тоже к 43-му в целом закончилось всякое желание ехать на Восточный фронт. Да и куда-нибудь в Сахару тоже не очень-то уже, да. Бегать от Монгомери они не хотели уже к тому моменту. 100%. А что сейчас они туда попхаются? Поляки туда что поедут? Они лучше поедут там унитазы ремонтировать в Лондоне, чем на Восточный фронт. Прибалты, я вас таки тоже снова умоляю. Во-первых, там никого нет. Там закрытые офисы стоят, да, и квартиры. Все на заработках. Где они люди? Да не возьмут нигде. А всяких герилей колумбийских, южноамериканских, их можно навербовать. Там тем более, то заканчивается, начинаются войны гражданские, какие-то партизанщина. Джентльмены удачи там есть. Но в количествах, не решающих ничего. Чтобы привести 10 тысяч колумбийцев или условно, там, я не знаю, бразильцев или еще кого-то. Это прям надо сильно потратиться, но бог с ним, деньги найдут. А во-вторых, умопомрачительную агитационную кампанию пропагандистскую провести.
Но эта десятка, это прям будет космос. Ты их там больше не наловишь, не навербуешь просто. А что решают десятка для Украинского фронта? Ничего. Ну, вот от слова совсем. Можно Бармалеев в шлепках навербовать в Сирии где-нибудь. Десятку. Хотя, ё-моё, где они там тоже их наберут столько. У них своих разборок хватает. Более, скажем так, обоснованных лично для них. Ментально и психологически. Что эта десятка Бармалеев в шлепках решит? Ничего. Все. Странный какой-то выпад, или как, уклон, ну, блоком это не назовешь, совершил Усик, который сказал, что я больше никуда не иду. В общем-то, все. Как политтехнолог, прокомментируйте это заявление. Ну, прям прижали его, достали его с вот этим. Или ветер какой-то поменялся, или планы поменялись у той же Банковой на, ну, условно, не то что выборы, да, а на политический расклад. Мы ж тут узнали, оказывается, что у нас будет очень тяжелая зима, поэтому у нас Корецкий премьер. Неожиданно. Неожиданно. Ну да, то есть человек с энергетики, в общем, вот он сейчас там. А у Корецкий записывает ролики, как он все изучает, аудит проводит. Правда, с этим аудитом такая лажа получилась. Опубликовали якобы от Дропатова, что это он будет сейчас армией заниматься, а потом, нет, это не его страничка фейковая оказалась. Добрый вечер. То есть мы же понимаем, что, ребята, у вас... Добрый вечер, мы от Дропатова, я понял. Послушайте, ну, у вас есть главкома, фейковые странички, их тиражирует пресса, потом вчитываются, говорят, так получается, а если поработать, ну, над формой, а если поработать над сутью заявления, то получается, что аудита в армии не будет? Ну, то есть абсолютная лажа информационная, вот, которая сейчас была на днях. С Усиком та же история. И вообще как-то неясно. Он же вроде как говорит, буду президентом, а потом говорит, не буду. В чем, что случилось? Ну, он сказал, если мне не изменяет память, что пойду в политику. А на вопрос журналиста, по-моему, сказал, ну как, а какая тут? Для меня-то, для чемпиона только президентская. Он, кстати, ни разу не говорил, что он прям будет баллотироваться. Этого не было ни разу. Но он рассказал, что я вижу себя вот только президентом. Но что сейчас заявления эти делаются? Ну, как мне кажется, это чтобы не произошел некий перегрев ожиданий. В свое время мотыльком таким себе с хрипотцой сгорел не Владимир Александрович, а Вакарчук. Вот ровно так же. Я помню прекрасную историю 17-го, начала 18-го года, когда Зеленский еще не всплыл, что называется, с этой всей «Слуга народа», со всей этой историей, когда они партию в июле зарегистрировали, да, когда он впервые в июне дал интервью в том толке, что да, в политику иду. Вот до этого момента ведь иконкой, с которой все таскались, да, был как раз Вакарчук. Когда радикально, тотально неприятие регистрировалось по всей социологии, качественное, количественное, любых политиков вообще, их там суммарный президентский рейтинг с трудом переваливал через 20%, а все остальные, ну, вот с биноклями, что называется, или там, я не знаю, с микроскопами искали кого-то другого. И все тогда концентрировали свое внимание в ком? В Вакарчуке. Что вот Вакарчук уже вроде ходил в парламент, хотя очень странно тогда интерпретировалось, наоборот, должно против него работать. Но нет, он как бы уже даже политический опыт имел. И он там моральный чуть ли не авторитет, там, да, и голос, и разум нации, с чего бы то ни было, вот решили таким образом. И пока Вакарчук не дал цепочку заявлений о том, что нет, он этим всем не занимается, да, переключение не произошло на того же Зеленского. А там прям корреспондирует. Я помню последнее интервью Вакарчука конец мая или начало июня, вот точно уже дат не помню. Буквально через неделю выходит интервью Зеленского. Вот в стык эта вся история прошла, и перегретое это общество просто пошло все в Зеленского. Вот с Усиком, мне кажется, если это и следствие, не какой-то болтовни его очередной просто брякнул, да, вот не с той ноги встал, что называется, и высказался по этому поводу. Сомневаюсь, что это так было. Тогда, скорее всего, надо предполагать именно заготовленный ответ, да, заготовленную информацию. И она может быть как раз ровно про это. Не перегревать Усиком ожиданий. Чтобы пока его
скажем так, вот в ожидании неизвестно когда выборов, он ведь сказал это когда? Когда казалось, что еще переговорный процесс идет, и все равно катится все к стоп-игре, и где-то там, может быть, уже и выборы. Сейчас стало понятно, что вообще ни про какие выборы не история. Даже вот этот всплеск начала лета, когда они думали, что сейчас все перевернется из-за того, что там рынок стабилизируется нефтяной, соответственно, доходы бюджета российского снова полетят в тартарары. Вот у них было мнение, действительно, эта история, вброс про Залужного и Зеленского, это тот самый момент, когда они думали, что, может быть, осенью заедут выборы. Но потом стало понятно, что никаких выборов, естественно, не будет. Соответственно, люди, которые занимаются Усиком, финансируют Буткевич, тот самый, да, вероятно, приняли решение, что нужно сейчас немножко градус снять. Он спокойно через полгода скажет, нет, все-таки иду. И все таки о! Так что никакой проблемы для них нет. Просто нужно сейчас убрать, чтобы его просто действительно не приходили к нему с этими сотнями вопросов, не тиражировали его все не очень стройные, а часто корявые, такие кличкообразные ответы. Да? Вот и все. Просто вполне себе как политтехнологически разумный ход. Никуда он не денется, как заменитель Зеленского для Банковой. Они держат его в кармане. Никуда он не денется, как потенциальный лидер какой-то политической силы или один из фронтменов какой-то политической силы, которую Банкова и конкретно семья и Зеленский намерены использовать. Пока он в кармане у Буткевича, а Буткевич это один из олигархов, конкретно Зеленского, пока эта конструкция сохраняется. С Федоровым что будет? Ой-вей, да. Слушайте, не верю я, что он вернется на пост свой, да, в кресло министра обороны. Тут, знаете, уже была история неделю назад, когда я сказал, что Сырский до 18 августа точно останется в своем посту, потому что так по закону. И потому что у меня была информация, что никто и не собирался его снимать. Потом все, естественно, где-то на какую-то педаль нажали, Вова сдался. И потом приходят люди в комментарии и говорят, что что вы себе там представляете, что вы себе знаете, кто вы такие вообще? Все вранье то, что говорите. Я бы и сейчас могу сказать, что гарантированно не вижу я возвращения Федорова на этот пост, но иначе Зеленский себе секер башку сделает, если Федоров вернется в министерский пост. Министерство обороны, даже скажу прямо. Любой другой он не согласен будет. Но то, что это... Я даже уже писал и комментарии давал, и писал об этом материал, что это человек, из которого лепить начали нового Ющенко. Очень похожая концепция, которая родилась где-то в 99-2000 году. И старт политической именно карьеры как кандидата, лидера парламентской фракции, кандидата в президенты Ющенко, как раз после его отставки с поста премьера, несправедливой, незаслуженной. А тут борец за инновационные технологии и с коррупцией борец. Его отставляют, и Бубочку обидели. Да идеальный старт. И вот из него сейчас лепят Ющенко. Ющенко, куда лепят, что куда лепят, так... если выборов нет, Михаил? А вот в этом смысле аж бегом это можно делать. Прекрасно. Его сейчас потихонечку надо в эту сторону крутить. Еще если будут попытки, какие-то поползновения от Зеленского и его семьи еще мордовать Федорова, там что-нибудь, какие-нибудь инсинуации против него предпринимать, да, юридического толка, там, копать на него компроматы, какие-то коррупцию искать, да, дела заводить. Только это будет работать в пользу Федорова. Так что для них как раз вот сейчас надо ковать железо, не отходя от кассы, что называется. И то, что он такой себе будущий Ющенко, вот где бы эти выборы не состоялись, когда бы не состоялись, вот его будут вести к этому образу, сильно отличающийся от образа Залужного потенциально, там, Буданова. То есть тут не милитари будет образ. Вот будет как раз этот современный, смотрибельный, молодой, перспективный, Вот как технологичный, европоориентированный. Стив Джобс, Илон Маск, да, они все в эту сторону. Они же выходят и мнутся, переминаются с ноги. Это стиль такой, да. Да, только тогда Ющенко, тогда этого всего еще не было, да, тогда Ющенко был технократом, банкиром перспективным, который воспринимается в Международном валютном фонде, прекрасно воспринимается в Соединенных Штатах. Вот образ-то тот же самый. Либеральных взглядов, человек современный. Пожалуйста. Вот новая инкарнация. Осталось Мишу диоксином отравить. Все для красоты, что называется, момента. Вот. И выйдет он на трибуну и скажет, вы нас не отравите. Вот как Ющенко, да. Так что с Ющенко уже все понятно, с Федоровым в целом тоже.
А, Опять-таки, картонки, понимаете? Многие скептически к ним относятся, а вы? Да, картонки – это, скажем так, необходимая декорация. Никакого реального воздействия сами картоночные Майданы не имеют. Все происходит под ковром. Давление происходит там. И история, из которой не способен, получается, выруливать Зеленский. То есть ультимативная для него вещь, которую он не способен решить. И удар здесь сдержать не получается у него. При всем, что Урсула фон дер Ляйен была инициатором отставки Федорова, ну, одна из, те, кто стоят за этими картоночными Майданами, они вполне себе контролируют, получается, ситуацию. Ну, в целом это Лондон, конечно же. В целом. И нет у них методов против Кости Сапрыкина. Получается, Зеленский действительно не справляется. Я, честно говоря, и подспудно не очень-то верил, что он сдастся по Сырскому. Но чего-то там внутри такое прям вот серьезненько. Наверное, ровно то, чем его в свое время поломали с этими визитами в офис МИ-6 на набережную принца Альберта. Поломали вообще все то, что тогда развивалось с этой комиссией Ермак, Козак, да. Вот что-то то же самое, чем тогда его сломали, и сейчас подламывают. Когда надо, просто берут, наступают на педаль или на кнопку, и все. У Вовы начинает желудочный сок выделяться. Думаю, как-то... Михаил, еще один вопрос. А чё так не отпускает Украину Янукович? То есть мы в философию такие решили удариться. Нет, ну смотрите, приходит, есть такое там телебачение Торонто, они публикуют Чтобы материалы. це не было, да? Да. Кем бы они ни являлись, эти люди, да. И говорят о том, что все, там Олег Леонов, другое имя, в Ростовской области, там у него куча, не знаю, гектар, виллы, все хорошо, вот смотрите. Со своей же вот этой любовницей, ну, которая была как бы любовницей, вот он с ней живет, в общем, все, вот Янукович. Сенсация, все просто, все, сенсация, ничего себе. Все, как это, ты что? Януковича нашли, Олег Леонов. А почему не плевать на то, где, кто, как? Ведь давайте тоже будем объективны. Если так раскинуть или так покопаться в старых тетрадях, ну много же ушли навсегда из публичного пространства разных политиков, но Янукович прям веха, и прям вот эти подробности, которые нам представляют в медиа, прям видите, как интересуют украинцев. Я, честно говоря, не знаю. Есть два варианта ответа на эту историю. Шуточный и реальный. Первый – это просто какой-то грант, который отработали. Либо где-то прошла какая-то протечка, что-то слили где-то, ну и решили как бы опубличить. Вот. Либо, как это бывает иногда, там, у спецслужб там, как бы уже отработанный материал не нужно, они просто его сбрасывают журналистам. Для журналистов сенсация, а спецслужбы уже ну, как не используешь его, никак он нахрен не нужен. А для журналистов корм, что называется. Вот. Леонов-то он там, если верить публикации, это по девичьей фамилии матери Янукович, как я понимаю. А есть шуточный ответ, вот, у меня, который первый сразу у меня родился в голове, что это спецоперация российских служб. И таким своеобразным окольным путем Зеленскому передают привет, мол, сдавайся, все не так плохо. Смотри, как человек живет. Что там вы тут мечешься здесь, уворачиваешься от ракет? Вот тебе вариант, пожалуйста. В Сочах место, завались еще. Ну, конечно, это юмор, да. Вова беды наделал чудовищно по сравнению с Федоровичем, скажем так. Поэтому юмористически. Но у меня была именно такая первая реакция. Думаю, а для кого это вообще информация? Сказать, что делай, что хочешь, получается не так уж и плохо по итогу. Ну, я не знаю. Ну, посмотрим. Я думаю, что это просто грант отработали. Посмотрим. Видите как, тут же как заводик надо открыть в Великобритании. Оружие строить, то есть... Не надо завидовать. Надо завидовать. Ну, есть... Это просто, понимаете, у людей планы. То есть, и мы вот, когда вот обсуждаем, ну, четко видно, он их уже сам открыто говорит, то, что какие планы у него... Я сказал, проговаривается, да, подсознание выходит на поверхность.
Про свечной заводик под Лондоном где-то. Ну да. Михаил Павлев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Берегите себя и друг друга. Добра и света, несмотря ни на что.